Привет всем! Вы на канале Families, и сегодня мы будем говорить о родительских запретах. Знаете, существуют запреты, которые полезны для детей, а существуют запреты, которые разрушительны для них и очень. Сегодня мы выбрали топ-3 самых разрушительных родительских запрета для детей. Некоторые из них звучат на первый взгляд абсурдно, но являются на самом деле очень серьезными. Запрет номер 1 – это когда мы с вами запрещаем ребенку самостоятельно одеваться так, как он хочет. Это по-разному звучит. Нам проще выложить ребенку одежду, чтобы он оделся, и он часто не хочет это делать. Я знаю, как сложно бывает переубедить подростка одеть то, что хотим мы, а не они. А еще бывает такое, что некоторые родители вечером договорились, то бишь надавили авторитетом на ребенка, что он там утром оденет, а утром он просыпается и говорит: нет, я это не буду одевать. И они думают: мы же договорились, и они начинают ругаться по этому поводу. В общем, это разрушительно для всех, для отношений, для ощущения нас как родителей о наших детях. Да, мы забываем, что мы их любим, мы злимся на них, раздражаемся на них, обижаемся на них, не понимаем, почему они меняют свое мнение. Договорились же, да. А для детей это тоже разрушительно. Когда мы им формируем каждый день гардероб и говорим директивно: ты одеваешь вот это, да, мы делаем их зависимыми от чужого мнения. Мы же их не спросили, мы директивно спустили. Соответственно, они вырастают зависимыми. Второе – это запрет на творчество. В каком-то возрасте, там, в 3 года, все розовое – это супер красиво. Неважно фасон, вообще все розовое – это супер красиво. В 13 лет все черное – это супер правильно, и других цветов вообще не существует. К 17 годам разведняется, опять какие-то цвета появляются в жизни. Мы все проходили через это, и наши дети через это проходят. И у них есть внутреннее вот это ощущение, что красиво, что некрасиво, что подходит под ситуацию, что не подходит под ситуацию. Поэтому давайте разрешим им быть самостоятельными, принять решение, одеться и свое чувство красоты выразить. Потому что самые продвинутые дизайнеры подиума когда-то одевались или рисовали то, что другим людям казалось некрасивым. Вы же не знаете, кем станет ваш ребенок. Позвольте ему самовыражаться так, как он хочет. Еще дам несколько советов, как упростить процесс одевания. Они простые, смешные и очень великолепно работают. У вас маленькая девочка, и она вывернула весь шкаф и не знает, что ей одеть, сидит, рыдает. И вы знаете, что это было вчера, позавчера, и значит повторится завтра. Сегодня уж постарайтесь пошутить, набраться терпения, пусть оденет, что хочет, а на завтра разбудите ее и скажите: дорогая, пойдем, у нас с тобой важные дела. Нужно вывернуть весь шкаф. Она удивится. Вы скажете: только все вещи достань, вот все вещи достань, но чтобы уже точно убедиться, что ты все пересмотрела, чтобы выбрать себе наряд. И поверьте, вот когда вы работаете на упреждение, когда это гипертрофировано, 1, 2, 3 раза, на 14 скажет: не, я весь шкаф выворачивать не буду, не, я вот это одену. А вы скажете: хорошо. И одевание сократится до минимального времени. Шутите. Шутка всегда сглаживает конфликт и вызывает возможность расслабиться и быстро завершить начатое. И знаете, дело ведь не в одежде. Дело в том, что любую вещь можно надеть на человека, и он будет в ней выглядеть супер классно или супер не классно. Дело в его внутреннем ощущении уверенности в себе. И когда мы не разрешаем формироваться вот этому внутреннему уверенности в себе, что бы они ни носили, супердорогие классические вещи, она всегда будет неуютной, или он себя в них чувствовать, и будет казаться, что этот костюм снят с чужого плеча, и она как-то случайно в него залезла. И самые нелепые наряды могут суперфешенебельно выглядеть тогда, когда человек в них светится изнутри. Поддержите своего ребенка, создайте культуру выбора самостоятельного гардероба на каждый день. И радуйтесь тому, насколько креативны у вас дети. Второй по силе своего разрушительного воздействия на ребенка запрет родителей – это запрет на то, чтобы ребенок имел свое мнение по разным поводам. Нам очень удобно, как родителям, чтобы наши с детьми мнения совпадали. Нам бывает удобно с мужем и женой, чтобы наши мнения совпадали. Несоответствие мнений приводит к раздорам, непониманию, часто конфликтам. Почему важно формировать в ребенке культуру, иметь свое мнение? Потому что это пробуждает в нем и развивает критическое мышление. Вот эти, вы знаете, самые большие открытия в мире
делали люди, которые не поверили кому-то и которые осмелились высказать свое мнение и перепроверить его. И у нас рождаются новые научные открытия или создаются такие инновации, которые продвигают мир вперед. А люди, которым говорили там, да ты что, да это вообще не в моде, не в тренде и никому не будет нужно, создали технику, на которой сейчас весь мир, интернет, компьютеры у каждого дома. Хотя вокруг людей, которые это продвигало, звучало, что они нужны только для работы. Только идиоты захотят дома иметь персональный компьютер. Но на сегодняшний день у нас у каждого по несколько гаджетов, как опровержение этого. Иметь свое мнение – это означает трезво смотреть на жизнь. Это означает думать, это означает анализировать. Да, это неудобно. Да, порой бывает не кстати. Но все же самое большое и лучшее, что мы можем сделать для своего ребенка, это научить его иметь свое мнение. Вот этот момент неловкости, неудобства, когда у ребенка есть свое мнение, его нужно научиться пережить для себя и сдержаться. И сказать ему: давай, я послушаю. И часто говорить ребенку: а что ты думаешь по этому поводу? Потому что это учит его анализу ситуации, какому-то проблемному решению. Самому смыслу, что любую ситуацию нужно обдумать, пересмотреть с разных сторон, рассмотреть множество вариантов выхода из ситуации или взглядов на ситуацию. Один человек думает так, другой человек думает так. Разрушительно не иметь свое мнение, разрушительно для человечества верить всему, что говорят. Нами манипулируют СМИ, потому что там врут на каждом шагу очень часто. А мы верим тому, что происходит, хотя подоплека может быть совершенно другая. Но нас не научили не доверять, нас не научили копать глубже, нас не научили перепроверять. И множество конфликтов, бед и шума в стакане воды, бури рождаются из-за того, что человек просто слепо поверил, потому что его разучили иметь свое мнение. И поэтому самая важная часть родительской задачи, да, это научить ребенка иметь свое мнение, вести с ними разговоры и научить его высказывать свое мнение спокойно, корректно, к месту, в диалоге. Так, чтобы он не был таким, знаете, разрушителем, потому что он все равно, некоторое количество детей, запрещая, не запрещая, они все равно бороться будут с тем, что им не разрешают иметь свое мнение. Они вырастают теми, кто борется где надо и где не надо. А некоторые ломаются и могут иметь и гениальную идею выхода из какой-то сложной ситуации, но не посметь сказать это вслух, потому что когда-то им запрещали иметь свое мнение. Поэтому наша задача с вами, уважаемые родители, культивировать в наших детях самостоятельное мышление, вот эту вот креативность, недоверчивость, анализ ситуации, для того, чтобы они выросли людьми, которые реально смотрят на мир, не пребывают в иллюзиях и очень конструктивно действуют. Запрет на право быть самим собой. Что я имею в виду? Знаете, быстрых детей часто отдергивают, чтобы они не бегали, громких, чтобы они не шумели. Тех, кто много говорит, говорят: ты слишком много болтаешь, помолчи. Медленных торопят. Это самые простые вещи, которые я сейчас называю, когда мы не осознаем, когда мы капля за каплей, день за днем вбиваем кол и разрушаем целостность человека, любя его невероятно, но не осознавая, что мы с ним делаем. Вот когда ребенок громкий, мало ли, кем он там потом вырастет и будет работать. Возможно, ваш ребенок вырастет актером. И эта громкость, с которой он сейчас разговаривает, громче всех в семье, в классе, в детском саду, нужна будет ему для того, чтобы говорить и декламировать на весь зал, чтобы его слышали в каждом уголке. Или, может быть, он педагогом станет, а там все время вот это шумят дети в классе, и нужно иметь громкость голоса, не крик, а громкость и силу голоса, которая позволит быть услышанными каждым ребенком. Рождаются люди медленные и быстрые, и со средней скоростью. И эта скорость позволяет нам потом реализоваться в мире. У нас у каждого есть задача. Быстрые люди замечают изменения. Из них вырастают классные бизнесмены, топ-менеджеры, управленцы. Потому что они видят, что уже ситуация поменялась, и надо реагировать. Медленный человек этого не замечает.
Из медленных людей вырастают потрясающие специалисты, когда в работу нужно погрузиться, тщательно ее изучить, когда нельзя отвлекаться ни на какие моменты и нужно быть долго в каком-то сосредоточении, так для этого нужно свойство характера. Из быстрого человека такого создать невозможно, сколько бы мы ни пытались. Но когда мы навешиваем на ребенка ярлык «ты слишком медленный», или «ты слишком невнимательный», или «ты слишком громкий», или «ты слишком разговорчивый», то самое лучшее, с чем его послали в эту жизнь, начинает разрушаться. Это разрушительно действует на уверенность, на проявление с наилучшей стороны того свойства, которое запрограммировано в человеке. Ведь миру не нужны все спокойные, миру не нужны все усидчивые, миру нужны быстрые, смелые, громкие, тихие, усидчивые. И те, которые бегают все время, смотрят что-нибудь, может уже поменялось, может здесь уже что-то построить, или туда пойти, или погода поменялась, нам нужно что-то, инновации какие-то внести. Да? Это свойство ума, с которым рождаются, это не приобретенное, это нельзя разрушать. Если культивировать качество, с которым рождается человек, поверьте мне, тогда он сможет найти себя в жизни и реализоваться, и пользу множеству людей принести. И невозможно задать то, чего нет. Мы рождаемся с разными способностями, мы предназначены для разного. В одной семье могут быть сконцентрированы люди с разными особенностями характера, скоростью мышления, движения, привычек. И в этом наша сила. Поэтому нельзя разрушать то, что заложено в ребенке. Он не знает, кем ему расти, он не знает, какой он не знает, на что делать упор, когда он растет, что является его сильной стороной. И он начинает сомневаться. А когда мы сомневаемся, это основа для неверия в себя. А когда мы не верим в себя, то здесь дорог не так много. Что вообще что-то начинать, если все равно не получится? Или мне никогда не стать тем-то, потому что я на это не способен. Мы забираем у своих детей возможности. Мы забираем у них реализованное и счастливое будущее. И мы заведомо понижаем стандарты их жизни. Любите ту начинку, с которой ваш ребенок пришел в этот мир. И если вы очень быстрый, он медленный, замедлитесь для того, чтобы с ним на одной скорости быть. Или наоборот, ускорьтесь для того, чтобы понимать друг друга и говорить на одной скорости. Да? И тогда в вашей жизни все будет хорошо. И в жизни вашего ребенка и подавно все будет хорошо, потому что он пришел в этот мир с осознанием «со мной все окей». Когда не все окей начинают говорить со всех сторон, это становится правдой через какое-то время. А мы с вами хотим, чтобы они были счастливы. Так давайте создавать все условия для того, чтобы они были счастливы. А первое из них – любить его таким и принимать его таким, какой он есть. И разрешать ему быть таким. Мы никогда с вами не знаем, как просто вскользь брошенное слово может какой осадок оставить внутри человека и сколько он усилий потратит на то, чтобы либо бороться с ним, либо смириться с ним и пронесет это через всю жизнь, а потом платит психологу, чтобы разбираться с этим. Давайте ограждать наших детей от такого пагубного нашего влияния, и других людей. И всем говорить, что с моим ребенком все хорошо. Самим верить, что у вас самый лучший ребенок на свете, и ему говорить, что с тобой все хорошо, мой дорогой. И тогда действительно у него впереди счастливая, насыщенная, полная реализация жизнь. Подписывайтесь на наш канал, рассказывайте свои истории. Может быть, вы скажете, что вам когда-то сказали в детстве, и это повлияло каким-то образом на вас, и вы пронесли это через всю жизнь. Поделитесь, пожалуйста, в своих комментариях. А я тоже буду на них отвечать, и это сделает опыт всех родителей, которые смотрят наш канал, богаче и полезнее. Спасибо вам огромное. До встречи!